Друзья, приветствую вас на своем канале «Пламя». С вами Олег Михайлович. Кто меня не знает, я печник-блогер, ведущий канала «Пламя». Разработал ракетную тягу, или реактивную тягу в открытых топочных системах, мангалах и каминах. Оформил технологию в виде 3D-проекта и также получил патент на свою разработку, оформил авторские права на эту разработку и на внешний вид, на бренд, на логотип и на название я тоже получил права. И в этом ролике я хочу рассказать вам про историю создания, почему я решил сделать двойной зуб, как я его разработал, зачем я получил патент, ну и чем грозит нарушение моих авторских прав. И об этом по порядку. Ну и немножко назад вернемся в прошлое. Значит, я когда-то работал каменщиком, собирал дома двухэтажные, там были даже и трехэтажные. И почти на каждом доме меня спрашивали, могу ли я собрать камин. Каминов я не собирал, их технологии не знал. Кому я не обращался, к печникам, кто камины собирал, меня вежливо посылали куда подальше. Следующий этап, который уже подвел меня более серьезно к этой теме, это строительство барбекю-комплексов. То есть начали спрашивать люди не только камины, но и барбекю-комплексы. Барбекю-комплекс, как многие из нас знают, это дорогостоящее устройство, очень сложное в процессе сборки, трудоемкое, часозатратное, и самой технологией тоже очень сложно. Кто этой технологией не владеет, тот, как правило, собирает дымящий барбекю-комплекс, который не работает и трескается. Вот здесь я уже более серьезно об этом задумался и начал проводить свои первые расследования или исследования. То есть моя цель была сделать такую конструкцию, чтобы и исправить неработающие можно было, и в то же время собирать уже с этой технологией сразу с первого раза работающий мангал, или камин. И чтобы этой технологией владел любой человек. То есть для того, чтобы собрать барбекю-комплекс, ему не требовалось учиться там в ПТУ или в техникуме или в колледже на печника, чтобы собрать себе дома барбекю-комплекс со всеми требованиями противопожарной безопасности, и т.д. и т.п. Значит, я принялся изучать в интернете, это газодинамика. То есть поведение жидкостей и газов очень схожи. Единственное, что на жидкость действует закон гравитации. И тут немножко есть такие нюансы и расхождения. В общем, газодинамика и эксперименты господина Росина. Это еще в 50-е годы он проводил, или может даже еще раньше, я уже не помню, или в 30-е. Если я ошибаюсь, можете меня поправить. Когда Росин проводил этот эксперимент, он, значит, сделал разрез камина, сделал первый зуб и положил на него, на этот первый зуб, таблетку. То есть, он перевернул конструкцию всю таким образом, чтобы дымоход оказался внизу, и под силой гравитации более плотная жидкость с солью, насыщенный раствор он опускался вниз. Без зуба поток был этой струйки турбулентный, с такими завихрениями. Потом он сделал первую наклонную плоскость, первый зуб, и поток вдоль этого первого зуба выровнялся, превратился в ламинарный. И дальше уже после этого первого зуба горизонтальная полочка, там опять пошли эти разрыхления, турбулентность, но это уже было ему все равно. То есть он первое доказал, что ламинарный поток создается именно заужением этой формы конструкции. То есть первый зуб – это первый ускоритель всех дымовых газов. Я очень серьезно к этому отнесся и на практике все это проверил. Первый зуб, отлично работает. Все, высота первого зуба выше проема портала, арки или прямой портал, неважно. Первый зуб всегда должен быть выше, хотя бы сантиметров 5 минимум. То есть
высота портала, зуб выходит выше портала. Это золотое сечение, то есть правило, которое должны все преследовать. Поднимаете портал выше, зуб выходит выше. Значит, эта конструкция более стабильно работает, чем вообще без зуба. Без зуба это вообще ноль технологии называется. Очень большое стечение обстоятельств должно быть благоприятным, чтобы эта конструкция работала. С первым зубом уже в 50% неблагоприятных стечений обстоятельств этот первый зуб вытянет. Со вторым зубом только один сквозняк может выдувать дым и отсутствие приточного канала в закрытой беседке. Все остальное можно там допускать ошибки, второй двойной зуб вытягивать все как положено. В общем, дошел я до этого, что сделал я вторую плоскость, убрал и вторую зону, эту первую зону турбулентности после первого зуба. Когда я стал его популяризировать на своих каналах, значит, кто-то радовался, принимал эту технологию, собирал барбекю комплексы с двойным зубом. Кто-то молчал, а кто-то агрессивно высказывался в мой адрес. Я понял, что надо делать патент, защищать эту технологию на себя, потому что я ее разработал. Это лишний раз доказало, что да, надо было мне это все оформлять на себя. И сейчас, друзья, пошла волна, значит, людей, которые пытаются это тоже подавать со своей колокольни. Значит, что теперь делать? Мои авторские права нарушать я никому не позволю. Тем более у нас сейчас по поводу этого авторства, да, и нарушений очень хорошо поставлено дело. Права защищаются, и еще и в наварии в плюсе остаются такие вот, как я. Поэтому что делать, друзья? Если вы хотите сделать проект с двойным зубом, делайте, я не могу вам запретить этого. Но продавать официально и выставлять этот проект как с двойным зубом, вот запомните, если вы продаете проект, то ни в коем случае нигде не должно быть написано, что он с двойным зубом. Если напишите проект с двойным зубом, это нарушение авторских прав. Это все, это под суд. Я сразу предупреждаю, я церемониться не буду. Я это долго очень вынашивал, эту технологию. Это мое детище. Это детище вошло в историю уже. И поэтому все права это мои. Если хотите сотрудничать, я готов к сотрудничеству. Воровать и перепродавать там или еще что-то я никому не позволю. Я постоянно мониторю эту, отслеживаю все в интернете. Поэтому, друзья, на свой страх и риск. Если попадетесь, пеняйте на себя. То есть я вот так вот, видео предупреждение, будем так говорить. Потому что сейчас это все очень серьезно. Тема раскручивается. Барбекю комплексы только в самом начале своей популярности. Дальше будет еще больше. И это в ближайшие 30-40 лет будет очень популярная тема. Пока что-то новое не придумают. Так что, кто хочет со мной сотрудничать и дружить, я всем рад, друзья. В чем это выражается? Если вы снимаете видео или делаете проект какой-то, да, официально, вот, я вам еще раз говорю, продавать без моего разрешения никому не позволено. В соцсетях, пожалуйста, выкладывайте, но обязательно говорите, что технология Михалыча, и ссылочку на мои соцсети. Тогда я буду не против. Вы рекламируете меня и рекламируете себя. Потому что конкуренция, здоровая конкуренция, это не в краже чужой технологии там, или еще что-то, использование чужого там добра, а именно в том, что ты должен быть всегда лучше других. Поэтому, ребята, авторские права мои не нарушаем, со мной дружим, я со всеми готов дружить. Кто меня поливает грязью, это люди из прошлого. Они ничего больше не могут со мной сделать. Также, кто хочет собрать барбекю комплекс с двойным зубом, проекты все на сайте mangalyplamya.ru. Проходим, выбираем, оплачиваем, покупаем. На моем сайте mangalyplamya.ru вы найдете проекты с запатентованной технологией двойной зуб.
Перейти на сайт можно по QR-коду, его вы увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал» и «Пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю-комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги. Ну и также я всегда на связи, всегда на чеку. Я с вами Михалыч. До новых встреч на моем канале «Пламя». Всем успехов в труде, друзья. Здоровья. Пока.